Этот удар покажет человечеству, что тебя можно одолеть! Дитя. Лун Хаочень погиб в битве с императором Фэнсю. Он с друзьями пришел уничтожить звездную колонну. Однако на самом деле это была заранее спланированная ловушка. Все это предвидел лорд колонны очень давно. Лишь убив Лун Хаоченя, можно уничтожить Хао Юэ, бога разрушения. Это, конечно, очень трагическое и печальное событие. В аниме трон отмеченный богом. Мне чем-то напомнило момент с боевого континента, где умирал Тансан. Очень жаль видеть Саер, которая горюет из-за Лун Хаоченя. Кстати, она в тот самый момент все наконец вспомнила. Ее память вернулась. Это было слишком жестоко. Вспомнить все, когда Лун Хаочень умер. Как мы знаем из прошлых видео, согласно оригиналу, император Фэнсю – это дедушка Лун Хаоченя. Вот почему он видел его с матерью в детстве. Подумать только, убить своего внука. Однако эта жертва была ради того, чтобы убить Хао Юэ, который связан кровным договором с Лун Хаоченем. В серии этого не было, но в оригинале после смерти Лун Хаоченя император Фэнсю произнес такие слова: «Дитя, в тот момент, когда ты умер, ты даже не подозревал об отношениях между тобой и мной. Я могу сделать только это для тебя». Как гласит человеческая поговорка, даже дикие звери заботятся о своих детях. То есть даже самое худшее существо в мире не пойдет убивать своих собственных детей. Но я убил тебя, пожертвовав собой ради моей расы. Неужели Лун Хаочень умрет навсегда и на этом конец? Конечно нет, существует способ его воскресить. Каким образом вернется Лун Хаочень? Самое первое, его душа будет жива еще 7 дней из-за богини природы. Второй момент – это некромант Электролюкс или Элекс. Его можно по праву считать сильнейшим существом в этом мире, даже сильнее императора Фэнсю. У него-то наверняка есть способ помочь Лун Хаоченю. Но чтобы добраться до некроманта Элекса, нужно пройти 7 этажей башни Вечности, подняться на вершину и получить наследие святого некроманта. Это поможет восстановить душу Лун Хаоченя и перековать его сердце. Если ему удастся воскреснуть, контракт богини природы в нем также восстановится. Но в противном случае через 7 дней его душа рассеется и будет заключена в этой башне Вечности навсегда. Саер с друзьями была готова на все, чтобы спасти Хаоченя. Она взяла цепь, чтобы зафиксировать Лун Хаоченя на своей спине. Вся команда приступила к прохождению этажей. Пройдя испытания первых 2 этажей, они добрались до 3-го, где их ждала бесконечная армия скелетов. Саер понимала, что бессмысленно пытаться перебить всех врагов, и приняла решение найти святого стража тьмы, который должен быть их испытанием. Саер начала бой против черного рыцаря, который значительно усиливал окружающих скелетов. Этот рыцарь обладает силой 9 ступени. Он атаковал Саер огромным копьем, используя темную энергию. В конце концов, рыцарь проигрывает, признает Саер своей хозяйкой и исчезает, становясь частью вечной мелодии, артефакта, который она носит. Ребята, нашел для вас топовый сервис, который реально облегчает жизнь всем владельцам PlayStation и Xbox. Если вам нужно пополнить счет, купить подписку PS Plus, Xbox Game Pass или даже игру, Купи-код справится с этим быстро и по лучшей цене. Сам уже проверил. Заходим на сайт, выбираем нужную подписку или сумму пополнения, вводим данные, применяем мой промокод KINOMIX и получаем дополнительную скидку 2%. Оплата проходит моментально, а подписка или деньги сразу появляются в аккаунте. Купи-код работает уже несколько лет, у них более 25 миллионов успешных пополнений, поддержка 24/7, все максимально прозрачно, доступно даже в Турции, Украине и Индии. Ссылка на сайт и мой промокод в описании и закрепленном комментарии. Экономьте на играх и подписках уже сейчас. Очевидно, что чем выше поднимались друзья Лун Хаоченя, тем более сложные испытания их ждали. На 4-м этаже они сразились с 2 экспертами со стихиями льда и огня. Это 7-й и 6-й страж башни. По сути, они должны были победить очень мощных соперников, с которыми даже Лун Хаоченю было тяжело справиться. На 5-м этаже был страж земли, который обладал истинной силой верховного уровня, чья духовная энергия превышает 200 тысяч единиц. Он владел доменом. Жертвуя собой почти на каждом этаже, оставался кто-то из команды, чтобы остальные прошли далее. Например, Вань Юань использовала божественный щит и силу гиганта.
Однако битва была такой тяжелой, что щит в конце концов ломается, и гигантская душа бога рушится, оставляя Ван Юань покрытую кровью на коленях. Все уже думали, что она погибла, но ее жизнь была на грани. Джан Фанфан спас ее, поскольку использовал секретную спасательную технику, переданную из старых времен, чтобы передать свою жизнь другому. Он буквально передал половину своей жизни Юань. То есть, если бы ему изначально оставалось жить 100 лет, то теперь он и Юань смогут разделить только 50 на каждого из них. Это и правда великие жертвы, которые герои приносят ради своих товарищей, и главной цели – спасти Лун Хаоченя. На 6-м этаже их ожидает встреча с элементами света и тьмы, двумя сильнейшими силами, которые могут не только объединяться, но и противостоять друг другу. Цаер решила использовать духовную печь Сансары, чтобы поглотить энергию своих товарищей и повысить свои шансы на успех. С титаническими усилиями Цаер смогла добраться до 7-го этажа, неся Лун Хаоченя на себе. Измотанная и на грани гибели, она оказалась в месте, наполненном золотым светом и окруженном волшебными рунами. Здесь ее встречает старик, Элекс, святой некромант, который задает ей вопрос о том, стоили ли все ее усилия. Цаер отвечает решительно, что да, она готова пойти на все ради воскрешения Лун Хаоченя. Однако Элекс объяснил, что его магия некромантии несовместима с ее способностью очищения, и если она захочет унаследовать его силу, ее тело будет впоследствии разрушено. Чтобы спасти Лун Хаоченя, Цаер должна была унаследовать силу Электролюкса. Она достигла 7-го этажа башни Вечности, значит выполнила условия. Цаер медленно опустилась на колени перед Элексом и поклонилась. Несмотря на риск, она не колеблясь соглашается на это жертвенное испытание, чтобы вернуть Лун Хаоченя к жизни. Элекс с болью смотрит на мертвого Лун Хаоченя. Все же это его ученик, поэтому он рассказал, как можно его спасти. Для воскрешения Лун Хаоченя требуется живое сердце, так как его собственное уже разрушено. Как объяснил Электролюкс, сердце Лун Хаоченя было уничтожено, не давая ему больше возможности жить. Хотя его душа цела, воскресить его будет чрезвычайно трудно. Прежде всего понадобится живое и свежее бьющееся сердце. Цаер осторожно положила Хаоченя на землю, а затем наклонилась и поцеловала в лоб. Цаер подняла правую руку, которая вспыхнула черным светом. Коса бога смерти появилась в ее ладони. «Пожалуйста, воскреси его». А что касается сердца, Цаер улыбнулась и продолжила. «Пожалуйста, воспользуйся моим». Во вспышке черного света Цаер направила косу смерти к собственной груди. Она была абсолютно уверена в том, что сможет извлечь свое собственное сердце нетронутым и оставить его Лун Хаоченю. Похоже, это был идеальный конец. Таким образом, она всегда сможет оставаться рядом с ним, поэтому ее улыбка была искренней. Она уже чувствовала, как холодное лезвие серпа пронзает ее кожу, и через мгновение клинок пронзит ее грудь и осторожно извлечет сердце. Однако золотая вспышка света вырвалась снизу, ударяясь о серп бога смерти и унося оружие прочь. Элекс вмешался и не позволил Цаер отдать свое сердце. «Ну и девчонка!» – в ярости воскликнул Элекс. Он был потрясен до глубины души. Но мог ли он позволить Цаер отдать свое сердце? И самое главное, как бы на это отреагировал Лун Хаочень? Элекс смоделировал эту ситуацию для Цаер. Лун Хаочень воскресает. Когда он приходит в себя, то с удивлением обнаруживает, что отверстие в его груди исчезло, и он снова чувствует пульс. Потом он замечает Цаер, которая лежит мертвой рядом с ним. Лун Хаочень в ужасе обнаруживает, что Цаер мертва. Ее сердце отдано ради его воскрешения. И все это со стороны видит настоящая Цаер. В ответ Лун Хаочень с ужасом осознает, что не может жить без Цаер, и умоляет Элекса вернуть ей сердце. Тот же холодно отвечает, что это невозможно, и что сердце нельзя просто пересаживать туда-сюда, так как Цаер уже мертва, и она отдала свою жизнь за его возрождение. Это слишком душераздирающие моменты. Как вы поняли, Элекс показал Цаер, что ей не стоит отдавать свое сердце, и очевидно он придумал другой способ спасти Лун Хаоченя. А поскольку видеоролик и так получился очень большим, рассмотрим продолжение в дальнейшем. Поставьте побольше лайков, наберем 2000 под этим видео, и выйдет продолжение. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайк, и всем пока!